Опубликована 61 серия «Клюквенный шербет». Так что же произошло в новом эпизоде сериала? Вы можете просмотреть краткое резюме, которое мы подготовили, чтобы быть в курсе всех важных событий. Те, кто скажет, что очень хорошо, что Фатих стал свидетелем отношений Гирея и Доа, не забудьте поставить лайк видео. Нурсима и Умут сейчас официально разведены. Они оба медленно приспосабливаются к одинокой жизни. Пембе с подозрением относится к тому, что ее муж Абдулла постоянно поздно приходит домой и его гневное поведение. Она боится, что Абдулла снова окажется с Алев или другими женщинами. Рюзгар и Гирай встречаются в баре и делятся своими проблемами. Гирей говорит о красоте Доа и о том, что он не рассматривает возможность серьезных отношений с ней. Рюзгар говорит, что знает Доа. Он объясняет, что девушка, которую Сонмес хочет представить, это Доа. Как вы думаете, Гирей действительно подходит Доа? Пожалуйста, выразите свои мысли в комментариях. Алев сообщает Умуту, что она рассказала Омеру факты. Умут же признается, что они с Нурсимой развелись, потому что он ей изменил. Пембе жалуется на невестку Гёркем своему сыну Фатиху. Она объясняет, что Гёркем отверг полученный ею подарок, и это ее огорчило. Фатих говорит, что он в курсе ситуации и происходящего. Гёркем рассказал Фатиху, что произошло с ложью и искажениями. Фатих верит в свою жену, и его не волнуют слова матери. Гёркем продолжает с каждым днем все больше демонстрировать свое уродливое лицо и хитрость. Как вы думаете, чем закончатся отношения Гёркема и Фатиха? Или это должно закончиться? Пожалуйста, не забудьте поделиться своими мыслями в комментариях. Гёркем использует чувства Фатиха из-за смерти его матери. Она говорит, что ему нравится очень дорогая сумка. Фатих купит это в качестве подарка-сюрприза для своей жены. Омер рассказывает своему брату об отношениях между Алевом и Абдулла, о которых он узнал. Абдулла сообщает Омеру, что этот вопрос какое-то время останется секретным и никто не должен знать. Омер говорит, что он должен предупредить Алева, а не себя. Он предупреждает Абдулла, что Алев может рассказать эту тайну всем. Через некоторое время Абдулла признается, что разведется с Пембе и женится на Алев. Он заявляет, что ждет для этого подходящего времени. Как вы думаете, какой парой могли бы быть Абдулла и Алев? Они вам нравятся? Из-за всех своих сомнений Пембе заключает соглашение с Зюльфикаром и заставляет его следовать за Алевом. Алев понимает, что за ним следят, и приходит в офис Абдулла. Зюльфикар сообщает Пембе об этой ситуации. Алев спорит с Фатихом в офисе и доказывает, что Пембе следил за ним. Фатих потрясен этой ситуацией и предупреждает мать о допущенной ею ошибке. Он говорит ему отказаться от такого поведения. Пембе, напротив, рад, что Алев пришел в офис и встретился с Фатихом, а не с Абдулла. Алев хочет срочно встретиться с Абдулла. Он объясняет, что Пембе следует за ним. Абдулла также рассказывает о своих встречах с Омером. Они соглашаются провести время вместе и поужинать. Абдулла сообщает домой, что предстоит деловой ужин, и он опоздает. За ужином они вместе обсуждают свои планы на будущее. Сонмес хочет познакомить свою внучку Доа с потенциальным женихом. Они соглашаются с Рюзгаром и вместе составляют план. Доа узнает об этой встрече и обсуждает ситуацию с Алевом. Алев велит ему пойти домой поздно вечером и выглядеть очень избалованным. С Умутом они ведут себя как любовники. Всех удивляет, когда Доа приходит домой с Умутом в другом стиле. Доа очень стыдится своего положения. Происходят забавные и занимательные моменты. Таким образом, Гирей знакомится с семьей Доа. Гирей приглашает Доа и ее семью на марафон своей компании. Он также пригласит на марафон Мустафа и Нилай. Абдулла снова пришел домой поздно под предлогом бизнес-ланча. Из-за этой ситуации члены семьи оказали давление на Абдулла. Абдулла злится и ругает Мустафа на том основании, что Мустафа привлекает его к ответственности. Гёркем выступает в поддержку своего тестя, что возмущает членов семьи. Пембе и Нурсима ведут долгий разговор. Пембе хочет выдать дочь замуж. Нурсима отклоняет просьбу матери. Если вы считаете, что Пембе продолжает совершать одни и те же ошибки, сообщите нам об этом.
поставив лайк видео. Отношения между Квилджимом и Омером развиваются очень хорошо. Они хорошо проводят время и возобновляют свою любовь. Квилджим и Омер официально женятся на небольшой церемонии, на которой присутствуют их семьи. Счастье пары и их семей не остается незамеченным. Рюзгар пытается сблизиться с Нурсимой и завоевать ее любовь при каждой возможности. По этой причине он постоянно делает на Нурсима комплименты и умудряется привлечь ее внимание. Нилай убеждает мужа принять участие в беговом марафоне, приглашенном Гиреем. Также приглашены Доа, Чимен и Митихан. Во время гонки они отстают из-за Нилай и отделяются от группы. По настоянию Нилай они заблудились, выбрав маршрут, который, по ее словам, является кратчайшим. К счастью, они завершают гонку, хотя и с опозданием. На вечеринке с барбекю после пробежки бывают очень радостные и эмоциональные моменты. Инцидент происходит, когда Нилай замечает дорогую сумку, которую Фатих купил в подарок жене. Пембе просит Фатиха объяснить, почему были потрачены эти деньги. Георким, пришедший в гостиную, ругает свекровь и отвергает подарок. Внутри семьи возникают споры. Позже Фатих и Георким обсуждают этот вопрос между собой. Однако Георкиму удается хитрыми трюками доказать свою правоту. Нурсима и Рюзгар делятся своими проблемами. Нурсима объясняет, что ее мать хочет выдать ее замуж и что она заставляет ее чувствовать себя некомфортно дома. Затем Рюзгар отправляется навестить Пембе. Между ними происходят приятные дискуссии. Рюзгар ясно заявляет, что он будет в жизни Нурсемы и что они будут вместе. Пембе удивлена тем, что она слышит, и почти шокирована. Позже Пембе активизирует свои усилия, чтобы познакомить дочь с кандидатами в женихи. Она также предупреждает вечернюю девушку Нурсему, чтобы она не собиралась вместе из-за Рюзгара. Как вы думаете, Нурсима и Рюзгар действительно будут вместе? Уточните, пожалуйста, в комментариях. Кайхан устал быть рабочим. Он хочет начать свой бизнес и разбогатеть. В этом он убеждает Мустафа. Он настаивает на совместном ведении бизнеса и открытии бизнеса. Кайхан и Мустафа отправляются в путешествие в поисках бизнес-идей, но он привел Мустафа в ночной клуб с алкоголем. Мустафа становится недоволен ситуацией и покидает клуб. Пембе идет по магазинам, чтобы купить подарок внуку. Она видит Алёва в магазине, куда ходит за покупками. Между ними возникают небольшие споры. Пембе и Абдулла беседуют. Он говорит Абдулла, что хочет выдать Нурсиму замуж за кого-то другого. Абдулла предупреждает жену, что она торопится. Позже Пембе упоминает, что они встретили Алёва в магазине детской одежды. Он спрашивает Абдуллу: «Ты видишь Алёва и разговариваешь с ним?» Абдулла злится и выходит из комнаты. Фатих знает о том, что произошло. Он знает, что Доа встречалась с Гиреем, но он не смеет привлечь его к ответственности за это. Доа и ее новые отношения всегда были в его памяти. Он использует свою дочь в качестве оправдания и постоянно звонит Доа. Фатих тайно следует за Доа. Он видит Доа и Гирея после школы. Гирей и Доа сближаются после сладкой ссоры. Фатих становится свидетелем всего произошедшего и их поцелуя. Он испытывает большое потрясение. Итак, что вы думаете по этому поводу? Как вы думаете, что нас ждет в следующем эпизоде? Пожалуйста, не забудьте поделиться своими мыслями с нами и всеми нашими зрителями в комментариях. Если вам нужны дополнительные видеоролики с обзорами эпизодов, вы можете сообщить нам об этом, подписавшись на наш канал и поставив лайк видео.